Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я взяла обрезок мебельного образца, он такой плотненькая ткань такая, и рисую на нем, ну что-то вроде ветки мне нужно, чтобы получилось. Вот я рисую типа ветки. Можно мыльцем нарисовать, но у меня мелковый карандашик, я его использую. И у меня из джута сплетенная такая косичка. Я оставлю в конце видео ссылочку, как я это делала. И я буду зигзагом пришивать вот эту косичку свою вот такими подходящими ниточками. И вернусь, когда пришью. В результате у меня получилась вот такая вот деталь. И я выкроила по длине такого же размера, вот тоже из мебельных образцов. Я не знаю, передает цвет, такой бежевый оттенок. Вот сорпянка я вам показывала уже, да, в строительном магазине можно купить такую классную штуку. Мне она очень понравилась. Я ее прям вот с удовольствием использую. Она очень хорошо уплотняет ткань, а у меня вот эта бежевая ткань по сравнению с моей вот этой вот, это прямо жесткая, даже жестче, чем джинса. Такая вот, ну или как такая жесткая джинса. А это мягенькая, я поэтому хочу ее вот немножко уплотнить. Я скалываю булавочками свои детали и буду их сшивать. Сшила, и я хочу, наверное, еще декоративную отстрочку сделать по краям. Отстрочечку сделала декоративную, и я вырезала такого же размера, вот просто из вот этой вот ткани, выкроила, надо говорить, а не вырезала. Но у меня было два куска, я их сшила между собой, получилась деталь такого же размера, как и вот эта моя. Я их складываю лицом к лицу и сшиваю, кроме верхней части. Это у меня будет сумка, соответственно, я сшиваю боковые стороны и нижнюю. Прострочила, теперь складываю уголки, совмещаю швы, чтобы они совпадали, закалываю булавочкой, отмечаю линию, по которой я буду строчить. Это у меня будет дно, и его ширина у меня получается 9 сантиметров. То же самое делаю с другим уголочком. После того, как прострочили, срезаем уголочки, оставляю припуски, выворачиваем и посмотрим, что получается. Вот такое вот дно. Я, если честно, шью для крестницы. У нее день рождения в начале июня. И я надеюсь, что ей понравится. Вот такое донышко получается уже у сумки. Точно так же, как лицевую часть сумки, я сшила изнаночную. Единственное, что я оставляла отверстие в дне, не зашивала часть дна. И сделала тут кармашек на молнии. Ну вот, не буду открывать. Нет, буду открывать. Сделала кармашек. И теперь я буду собирать сумку. Я тоже не стала показывать, что я сделала ручки. Я их вот сюда вот закреплю. Пришила ручки и заодно пришила пуговичку. Ну и раз пошла такая пьянка, как говорится, режь последний огурец, пришила петельку. Она у меня вот как раз хватает ее. И все, теперь остался практически последний штрих. Ну, не последний, но предпоследний. Надеваю свою подкладку лицом к лицу на сумку. Совмещаю все шовчики и скалываю их булавочками. Боковые и по окружности еще в паре мест сколоть, чтобы все удобно было пришивать. Вот. Все, иду на машинку, прошиваю полностью по всей окружности вверх. Растрочила и выворачиваю сумку через отверстие, которое оставляла в подкладке.
отверстие зашиваю. Вот так. После того, как зашила подкладочное отверстие, выравниваю все края сумки, чтобы у меня подкладка не была видна снаружи. И прострачиваю декоративную строчку. Расправляю все прямо по кругу. Можно даже прогладить. Отстрочку по краешку сделала. И все, сумка готова. И я хотела вам еще показать. Помните, в прошлом видео я делала вот такого вот совенка. И я хочу его вот здесь вот закрепить. Я в прошлом видео не закончила его, но в этом я вот сделала сзади вот такой вот, ну, закрыла все швы, пришила вручную эту такую как бы подушечку, не подушечку, вот, и пришила сюда булавку. Наверное, надо побольше, но вот какая была, такую пришила. И вот этой булавочкой я могу закрепить. Это для чего я сделала? Захочет крестница, будет носить с совенком. Не захочет она с совенком, будет носить просто отдельно. Ну или в зависимости от настроения. Ну вот, притащила я сумку на дачу, чтобы сфоткать. Немножко как-то на нее падает тень от веток яблони. Но видно, вот так она выглядит без совы. А вот так она выглядит с совой. Если хочется со спокойной сумочкой ходить, не выпендриваться, то можно сову отстегнуть. А если хочется так пофорсить немножко, то вот можно совенка этого пристегнуть, и будет нарядно. Ну, с джинсами, например, хорошо будет смотреться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Даже если не понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь, конечно, на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.